Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же вас ждет гостья из будущего? Ваша новая женщина, новые отношения и новая любовь. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ох, как вы в предвкушении любви. Как вам хочется любви, ребят. Знаете, у вас такое вот состояние. С одной стороны хочется женщину, а с другой стороны как-то вот страшновато. Почему страшновато? Вот вам даже семьи хочется. Вы причем готовы действовать. Вот вы готовы, но тем не менее вот есть некоторые страхи именно перед серьезными отношениями. Вы себя, может быть, накручиваете, да? У кого-то это недоверие к женщинам, кто-то уже обжигался, да, вот в прежних отношениях. Это могло быть и предательство, там тяжелый разрыв, развод и так далее. То есть вам хочется семьи однозначно, вы готовы действовать. Вы даже, может быть, уже некоторые начали действовать в отношении женщин, начали знакомиться, у кого-то уже там первые шаги начинаются, там первые свидания с новой женщиной. Но есть некоторая дилемма между вами. Вот есть сомнения, а стоит ли, а получится ли, а вдруг она предаст, а вдруг она обманет. Вот самый большой страх мужчин – это страх быть обманутым, преданным. Измену я имею в виду, да? Вот страх предательства – это такой, ну, самый большой страх, наверное, большинства мужчин. Ну, в принципе, психологически это нормально, когда тебя предают, то какой-то период, у некоторых, конечно, он может затянуться, этот период недоверия, то это, в принципе, нормально, когда вот какое-то уже нервное истощение просто наступает, когда ты вроде бы и хочешь, да, семью новую, ты хочешь отношений, но вот этот страх, он тебя стопорит. Вот такой психологический момент просто. Так. Ну, снова вы императоры. Ну, ребят, ну, я даже уже не удивляюсь. Вот смотрите, император, который ждет свою новую вот императрицу, даже у нас папесса выпала, да, вот император, сильный мужчина, который безумно хочет женщину новую семью, но боится, ужасно боится. По деньгам у вас довольно неплохая ситуация проигрывается, я не вижу никаких проблем финансовых. Поэтому, если даже кто-то себя накручивает, может быть, зарплату задержали вам там или еще что-то, я не вижу вообще финансовых проблем. Это может проигрываться, что даже, допустим, если где-то вам начали меньше платить, вы все равно найдете какой-то выход, подработку, может быть. То есть у вас финансовых вот проблем в чистом виде я не вижу. Вы себя больше накручиваете. Вы всегда можете заработать деньги. Ну, посмотрите, однозначно. У вас выборы даже, вот выбор по, может быть, вариантам по работе, да, вот как-то будет. Вам всегда и подработку предложат. Может быть, даже кто-то возьмет дополнительную ставку, кто-то на 2 ставки, может быть, будет работать. Ну, то есть финансовых проблем я у вас не вижу абсолютно. Единственное, что вас огорчает, это вот отсутствие любимой женщины, которую вы уже безумно ждете. Вам настолько хочется любви, вы настолько переполнены вот этой своей любовью, которая у вас накопилась, да, что вам уже хочется на кого-то ее выплеснуть, да, вот выплеснуть именно в хорошем смысле, через заботу, через внимание, через ласку, да, вот. Потому что вот эти романы, которые вот проигрываются у некоторых из вас, есть романы вот по дьяволу, есть искушения разные, не без этого. Но они вам радости абсолютно не приносят. Ну, абсолютно, да, вот, ну, чисто так разрядились, да, вот, как говорится, пушку разрядили, да, и все. Заряд закончился, а на душе-то все равно хреново. Ну, вот эти вот романы, ну, они вообще, ну, дорога в никуда просто.
Да, кому-то нравится, кто-то живет так, да, скачет от одной женщины к другой. Есть такие мужчины, но это в большинстве своем не про вас. Я не вижу здесь настроя. Вам наоборот хреново, даже вот кто там переспал, допустим, с женщиной. Ну, удовольствия нет абсолютно. Это такое сиюминутное удовольствие, это не то. Это, знаете, как будто вот ведро дерьма, грубо говоря, вылили после вот этой вот бурной ночи, казалось бы, да? Напишите, есть такой момент или нет? Некоторые там девочек вызывают. Но вот я даже помню ваши комментарии некоторые, что ну, не любите вы этого, как будто утром потом хочется отмыться, да, вот после такого времяпрепровождения, так сказать. Итак, что же будет дальше в вашей жизни? Смотрим, с личной жизнью смотрим. Вот она наша распрекрасная. У вас появится новая женщина, это будет абсолютно новая дама. Абсолютно. Вот, посмотрите, она даже для семьи у вас появится. Посмотрите, супер, семья, любовь. Причем это может проигрываться даже она, либо же может быть с другого города, может быть где-то в поездке, во время поездки вы где-то с ней пересечетесь. Причем она сразу вам почему-то покажется такая, ну, холодноватая, да, у нас вот королева мечей выпала. Может быть, даже воздушного знака зодиака. Такая вот она, ну, правдолюбка, она острая на язычок, может быть, брюнетка, скорее всего, будет. Ну, там шатенка такая, темноволосая. Она очень логичная. Вот именно она все хорошо обдумает, продумает, она все взвесит 100 раз. Она очень такая целеустремленная, воздушный знак зодиака, да. Ну, не обязательно воздушный, но может быть, да, поскольку у нас общий расклад, то есть, ну, под всех не может быть одинаково. Но причем с ней у вас проигрываются кардинальные перемены. Перемены до такой степени, что вы сами как-то, ну, даже не поверите. Вот у многих из вас может быть даже сейчас такое состояние, что да уже как-то не верится. Вот хочется, безумно хочется любви, но не очень верится. Вот такое тоже может проигрываться. Вот какая-то еще усталость. Вот есть внутренняя усталость у некоторых из вас. Хочется умчаться на край света, чтобы как-то, знаете, урегулировать свое состояние. Хочется поменять обстановку. Вы смотрите, вот вы как две противоположности. Вы такой больше кубковый король, да? А она королева мечей. То есть вы будете вот в чем-то даже взаимодополнять друг друга. Вы ей подарите больше эмоций, больше каких-то вот своих чувственностей, да, вот вы научите ее быть более чувственной, более такой душевной, что ли. А она, ну, как, не то чтобы научит вас, да, но она вам покажет, как можно быть в каких-то моментах более жестким, более твердым. Ну, потому что вам, ну, сильно уж присуща мягкость. Но несмотря на то, что вы мужчина, хоть вы император, там и сильный мужчина, да, ну, иногда вот там, где нужно проявить жесткость, твердость, вы, ну, даете слабину, ну, если честно так, да, между нами говоря. Напишите, есть такой момент или нет. То есть вы будете взаимодополнять. Вы своей какой-то вот мягкостью, да, вот вам было бы хорошо поменяться характерами. У вас вот более такой мягкий характер, который должен быть, ну, наверное, у женщины. А у нее наоборот такой жестковатый, как для женщин. Вот вам бы было некоторыми качествами обменяться. Поэтому вы будете с ней вот взаимодополнять друг друга. Вы будете даже учить друг друга в каких-то моментах. Причем женщина это тоже, в принципе, она много повидала на своем веку. Скорее всего, она сама ушла от своего мужчины. У нее однозначно было расставание, разрыв, развод. Да, вот было ей плохо.
она тоже прошла такую хорошую школу в своей жизни, очень такой тяжелый период. То есть она жизнью, в принципе, закаленный человек. Она не избалованная. Знаете, я вам что скажу? Вот еще что. Она вот стала такой жесткой, но я вам скажу, это, ну, скорее оболочка ее. Это после ее тяжелой жизни. У нее были довольно непростые периоды. У нее был вот тоже вот король мечей, который нам показывает. У нее очень непростые были отношения, да, это либо брак, либо просто там гражданский брак, отношения. Очень такой жесткий мужчина, который ее, может быть, застраивал, там, угнетал, да, вот, ну, такие вот все неприятные моменты, конфликты были. И он ее, ну, как бы подавил, да, то есть в свое время она очень много негатива от своего мужчины прежнего получила. И она вот как закрылась, да, она как зимняя вишня просто заморозилась. На самом деле вот в душе она другой человек, да, вот я сейчас просто дополнительно посмотрела. Она помягче, она не такая жесткая, вот как кажется. Это на первый взгляд она такая вот жестковатая, да, вот в каких-то проявлениях более сдержанная. Но на самом деле вот где собака зарыта. Она очень такой человек, который теперь, вот она после всего, что произошло в ее жизни, она будет 100 раз обдумывать, все взвешивать. Раньше она была немного другой, она была помягче. Но вот я думаю, что все-таки вы своим теплом, вот своей добротой, своим отношением, вы все-таки ее отогреете. И она изменится, она станет самой собой. Вот она именно из мечевой такой вот королевы, да, она станет, ну, прям совсем кубковой нет, чтобы кардинально она, конечно, не поменяется, но она станет помягче однозначно. Вот именно благодаря вам. Именно благодаря вам, потому что очень и очень непростая жизнь у нее была. Вы, кстати, вообще такой, ну, любимчик женщин. Ну, любимчик вы. Женщины вас любят. Просто вы так воспитаны, да, вот, что у вас, если есть одна женщина, то вы, ну, как бы так, культурно отшиваете всех других. Но женщинам вы нравитесь. И вот как раз, когда вы будете в отношениях с новой женщиной, с вот этой, которая у вас появится, все другие как будто активизируются. Вот начнут, да, кто-то глазки строить, кто-то будет флиртовать, заигрывать, там, улыбаться, в гости приглашать. Но вы их будете культурно отшивать, потому что для вас центр вселенной это будет уже ваша новая женщина, которая поначалу вам покажется жестковатой, но на самом деле вы потом влюбитесь по самое не могу в нее. Поэтому даже можете не переживать, не комплексовать, но один вы ну никак не останетесь. Вами женщины интересовались и интересуются, просто вот именно по какой-то магии, да, по мистике какой-то активизируются еще больше вот именно с появлением новой женщины, вот как приманка какая-то будет. Вот как-то так, вот такая гостья из будущего вас ждет, ребят. Так что ждем гостю из будущего, не переживаем по поводу одиночества. Ваша любовь, которую вы так ждете, да, она уже в пути. Все будет у вас хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!